Традиционные богородские игрушки – это резные деревянные скульптуры из мягких пород дерева, липы, реже ольхи или осины. Люди, животные или птицы, а часто целые композиции из жизни русского крестьянина – образцы из сказок, пословиц и песен. Промысел развивали крестьяне Троица Сергиевой Лавры, которой принадлежало село Богородское. По преданию, сам Сергий Радонежский вырезал из дерева куклы и дарил детям. Со временем слава местной резьбы по дереву позволила играть в богородскую игрушку даже царевичам. Кто сделал первую богородскую игрушку, неизвестно. На этот счет существует целый ворох разных легенд. То ли девушка-мать, отчаявшись сделать своим детям надежную куклу из соломы или ткани, вырезала ее из липы, то ли глухонемой мещанин. Все истории схожи в том, что кукла из липы была продана купцу, который сделал большой заказ на игрушки, не справляясь с которым мастер набрал учеников из посадских детей. Промысел, сложившийся к концу XVIII века, представлял собой типичное крестьянское производство. Поначалу моду диктовал Сергиев Посад. Богородцы делали игрушки в белье, неокрашенное дерево на заказ по моделям сергиевских игрушечников, а в Посаде их расписывали и продавали. Именно отсюда возникла единая система образов и сюжетов. А с середины XIX века промысел полностью переместился из Сергиева Посада в Богородское. Здесь возникло игрушечное царство, где сотни людей занимались деревянной резьбой, сильным резчикам-мужикам помогали все их семьи, изделия изготавливались с осени и до весны, перерывы между сельскохозяйственными работами. К концу XIX века продукция богородских кустарей стала проигрывать дешевым заграничным товарам машинного производства, однако их поддержку обеспечили Московское губернское земство. Возникло целое движение, возрождающее в угасающем народном искусстве национальную основу. В советский период этот промысел зачастую использовался в пропагандистских целях, утрачивая свою историческую идентичность. Постсоветский период стал кризисным для промыслов, спрос упал, производство богородской игрушки оказалось нерентабельным. Сегодня количество богородских резчиков по дереву свелось к минимуму, но богородская фабрика художественной резьбы продолжает работать. Сюжеты современной богородской деревянной игрушки смешные, нереалистичные: гусары и дамы, всадники и плясуны, барыни и няньки, дровосеки и музыканты, крестьяне и бари. Многофункциональные скульптурные композиции рассказывают о трудовых крестьянских буднях, праздниках, гуляниях, и животные выглядят очеловеченными. Особенно интересные игрушки с движением, дергачи. Богородская игрушка выставляется в крупнейших залах, таких как Центральный манеж или ЦДХ, и музеях, например, в Государственном русском музее. Фабрика художественной резьбы в селе Богородско доступна для посещения, равно как и музей богородского промысла. В селе действует Богородский филиал Высшей школы народных искусств, где обучаются будущие мастера. Богородская фабрика проводит фестивали, мастер-классы, стремясь привлечь в Богородское новых туристов. Можно заказать игрушку или экскурсию, остановиться в гостинице или пообедать в ресторане. Но из-за большого количества плагиата и подделок этот народный промысел на грани уничтожения.
Купить богородскую игрушку можно лишь в месте производства, но она очень ждет истинных ценителей народного искусства.